Всем привет! Сегодня я предлагаю продолжить тему, связанную с тем, каким образом развивались боевые искусства на территории Советского Союза и после на постсоветском пространстве. Тема эта уже нами обсуждалась в предыдущем стриме, буквально пару дней назад. Ссылка на предыдущий стрим внизу в описании к этому стриму, кому интересно посмотреть начало. И в частности там был задан верный, логичный достаточно вопрос о том, каким образом попадают китайские боевые искусства, например, на территорию СССР, на бывшую территорию СССР, и каким образом, собственно, они развиваются. И я думаю, что этому стоит посвятить отдельный стрим, поэтому мы сегодня с вами об этом как раз говорим. Значит, да, как обычно, по ходу вы можете задавать вопросы, даже не относящиеся к стриму, и мы потом к ним, наверное, вернемся, если не забудем, да? Окей. Так вот, когда мы говорим о боевых искусствах каких-то вне вот этого вот основного какого-то потока карате, который мы обсуждали вот на прошлом стриме, мы с вами говорили, что в ряде регионов как раз карате, наверное, было таким мейнстримом развития и спорта, спортивных единоборств в СССР, и одновременно с этим и как боевой практики. Правда, в основном карате, значит, формируется вокруг единоборств, вокруг спорта, и мало кто практикует его как боевое искусство. Да? Мы уже с вами немножечко этого касались, и в сущности это как раз постепенно формирует тот фон японских боевых искусств, которые становятся на территории СССР в основном японскими восточными единоборствами, да, как мы их знаем. У нас появляется достаточно много различных спортивных дисциплин, еще не спортивных, например, киокушин появляется тоже, скажем, в СССР, но достаточно быстро этот поток вливается в спортивное единоборство, спортивный киокушин, который, как мы знаем, сильно достаточно отличается от его боевого прикладного варианта, ну и так далее. Это я просто напоминаю то, о чем мы с вами уже немного говорили. И когда мы говорим о каких-то других направлениях, конечно, у нас появляется там и филиппинка, у нас появляются вьетнамские какие-то боевые направления, у нас какие только не появляются, даже бог знает откуда и бог знает что появляется. Да? Но вот сегодня я предлагаю поговорить как раз о китайских боевых искусствах, которые представлены в бывшем СССР и сейчас на территории тех стран, которые когда-то входили так или иначе, сами того не желая, в этот СССР. Значит, мы говорим о китайских боевых искусствах, которые представлены не менее, наверное, подробно, чем японские, чем в основном карате. Когда мы говорим о японских, например, боевых или там спортивных, например, каких-то направлениях, мы имеем в виду чаще всего, там даже не дзюдо, дзюдо это понятно, что это спорт сплошной, чаще всего мы говорим о карате, об окинавских направлениях и о дзюдзюцу, да, ну фактически все. Когда мы говорим о рукопашке, конечно, я не говорю там сейчас о кендо, например, там и так далее. Вот, и в этом смысле как бы тема в основном исчерпывается как раз вот этими вещами, такими как дзюдзюцу и карате, которые все равно в условиях СССР, сначала, вернее, они практикуются в условиях СССР как боевые искусства, как боевые практики, пусть не умело, пусть еще недостаточно хорошо, но постепенно они переформатируются, становятся с одной стороны более профессиональными, с другой стороны они переформатируются из боевых искусств просто в спортивное единоборство со всеми его ограничениями там, и так далее. Да? Вот фактически примерно такой же поток в области других боевых направлений, ну в частности в области китайских боевых искусств, мы наблюдаем тоже в СССР. На самом деле, конечно, интерес к китайским боевым искусствам еще в начале прошлого века он явно является таким значительным. Не сказать, что много народу на территории еще тогда Российской империи практиковали какие-то китайские боевые искусства, но что касается Дальнего Востока, то да, там действительно так или иначе это было представлено, и мы в этом не раз еще убедимся
по ходу нашего стрима. Я надеюсь, что я не забуду об этом несколько слов, по крайней мере, сказать. И вот, например, когда мы говорим о Шаолине, чаще всего, когда вспоминают о китайских боевых искусствах, вспоминают о тайцзи, например, таком бывшем когда-то боевом искусстве, и вспоминают о шаолинских направлениях. При этом почти никто не может перечислить по пальцам эти шаолинские направления, просто называют это шаолинь-чань или там шаолинские боевые искусства, но в принципе не знают даже, что под этим подразумевают. Так вот, интересно, что интерес к Шаолиню, в общем-то, это не только интерес, который возникает на базе просмотра каких-то фильмов, там, например, с участием Джета Ли, в общем, каких-то фильмов, которые касаются так или иначе истории Шаолиня. Причем эта история, конечно, художественный фильм не передает, чаще всего там достаточно надуманные такие вещи. Значит, в этих фильмах не только с точки зрения техники боя, но и с точки зрения вообще истории Шаолиня как такового и так далее. Вот, но в любом случае, ну, например, в 1908 году академик Василий Михайлович Алексеев является, наверное, первым человеком, который посетил вот эти исторические места, то, что мы сейчас называем как раз Шаолинем, пост-Шаолинем таким, да, вот. И ну, если мы говорим о поздних, о более поздних временах, наверняка все знают, например, Алексея Маслова, автора многих книг, автора многих лекций, замечательных, кстати, интересных, глубоких лекций. И он является официальным представителем Шаолиня в России, там, например, и так далее. Да? Вот тоже человек, который интересуется и историей Шаолиня, и обращается к первоисточникам, читает, соответственно, вот эти вот старые достаточно пособия, старые первоисточники вот эти, вот, ну и так далее, и так далее. То есть, в сущности, теми знаниями, которые мы сейчас имеем, теми знаниями на русском языке, которые так или иначе публикуются, например, мы обязаны во многом, ну, например, вот Алексею Маслову тоже, да, как такому большому достаточно исследователю, китаисту там и прочее, прочее. Богдан пишет: Станислав, рад видеть тебя. Привет, Богдан, я тоже тебя рад видеть. Вот. И продолжая эту тему, например, сегодня тоже прозвучат некоторые имена, опять их будет не так много, как и в прошлом стриме, потому что очень много людей, которые занимаются развитием боевых искусств и до сих пор занимаются развитием боевых искусств на территории там, постсоветского пространства, очень многие люди не так популярны, не так известны, большинство из них вообще остается в тени, в сущности, поэтому будут названы буквально несколько основных там имен, фамилий, которые наверняка более-менее на слуху у многих, наверное, да? Вася Васин пишет: Минасан кончила. И вам доброго дня, Вася Васин. Так вот, да, Вася Васин, хотел поинтересоваться, простите, что сейчас немножечко отхожу от темы. Как ваше здоровье? Не подтвердилась ли вот эта вот версия, что вы заболели ковидом? Надеюсь, что это не так. Если можно, напишите в 2 словах хотя бы. Так вот, значит, учитывая все, о чем мы говорили на прошлом стриме, учитывая то, что Савдепия это была очень своеобразная страна, во-первых, локально, ну как вот сейчас Северная Корея фактически, да, полностью закрытая страна со своими собственными правилами, без представлений о правах человека, без возможности там выборов каких-то, без каких демократических там, хотя бы каких-то демократических свобод и прав там и так далее, и так далее. В общем, такая своеобразная была страна, и это, конечно, очень сильно сдерживало очень многие тенденции, значит, связанные вообще с развитием страны, но в том числе и тенденции, связанные с каким-то хотя бы вливанием боевых искусств на территорию вот этого СССР. И мало того, эти боевые искусства, мы знаем, да, запрещались, и активно насаждалась только самбо, классическая там борьба, вольная борьба и немного дзюдо и бокс, да. Ну, такие вот практики, которые, очевидно, руководством страны были признаны наименее, как сказать, наиболее невинными и наименее угрожающими, да, скорее всего. Вася Васин пишет: ой, я как раз о здоровье хотел написать. Окей, жду. Так.
Значит, и в частности, давайте вот сейчас окунемся уже в 80-е годы, когда все еще действует запрет на боевые практики. Значит, когда людей сажают, еще раз напомню, по статье 219 у нас посадили только одного человека, Валерия Гусева. Это было такое, знаете, это была, как это сказать, такая показательная казнь, что ли, да? Но учитывая то, что срок по этой статье был не слишком большим, большинство бойцов, которые пострадали за то же самое, за преподавание боевых искусств, так или иначе, большинство бойцов старались привлечь по другим статьям, которые, ну, как правило, накручивали большие сроки. Вот такая вот была незавидная и не очень хорошая история. Одну секунду, Вася пишет, если вкратце, да, омикрон подтвердился, с того момента прошла неделя почти, однако благодаря вашим советам мне сейчас гораздо лучше, болезнь проще протекает. Слушайте, я очень рад, желаю вам скорейшего выздоровления и никаких последствий. Очень рад, что все постепенно, значит, как-то утрясается, слава богу. Так вот, да, возвращаясь к этой теме, возвращаясь к периоду вот этого жуткого, достаточно ничем по-настоящему не аргументированного запрета, кроме одна аргументация, по сути, это страх власти. Кстати, еще раз напомню, что власть настолько, в общем, боялась любых, даже самых, казалось бы, невозможных и невинных, невозможных и невинных увлечений граждан, что даже на секундочку вот эти вот кружки эсперанто, если знаете, эсперанто — это такой универсальный язык, который первоначально создавался, искусственный язык, который первоначально создавался для того, чтобы люди разных стран могли друг друга понимать. И в том числе в СССР были, вот, например, кружки эсперанто, и нередко людей из этих кружков, вот этих посетителей, людей, изучающих эсперанто, тоже сажали. Значит, обвиняли в шпионаже, в сотрудничестве с иностранными спецслужбами и в чем угодно, как, в общем, и сейчас в некоторых постсоветских странах это происходит. Да? В общем, такие нелепые достаточно вещи происходили. Вот. И в этом смысле боевые искусства, конечно, в какой-то момент становятся какой-то костью в горле у государства, несмотря на то, что, как уже говорилось, органы, которые, собственно, ратуют за то, чтобы у нас никак, нигде даже не звучало ни слова карате, ни там джиу-джитсу, ни там китайские какие-нибудь боевые искусства и так далее, сами эти органы, в общем, практикуют эти боевые искусства. В общем, такая вот странная история была. И в частности, я вот помню это время, я помню 80-е годы, значит, вот этот вот запрет. Я занимаюсь уже боевыми искусствами у своего учителя, тоже под грифом «секретно». Это, в общем, знаете, вот эти вот явки и пароли, как говорится, ну, вернее, явка-то одна была, вот, но это все было настолько засекречено у нас, ну как засекречено, в общем, конспирация была такой достаточно существенной, то есть вплоть до того, чтобы попасть в зал, там определенным образом надо было постучать в дверь. Ну, в общем, это история, ребят, я не буду это все развивать дальше, ну, прям клуб «Зеленая лампа». Михаил пишет: добрый день, и вам доброго дня. Вот, и я помню, как появляется статья в одной из центральных газет. Ребят, что такое центральные газеты Советского Союза? Это газеты, которые выпускают только такие статьи, которые так или иначе вот залитованы, так или иначе одобрены, ну и так далее. Еще раз напоминаю, это было время, когда ни один фильм не мог выйти на экраны, значит, кинотеатров и тем более телевизоров, если для этого не было специальной такой визы на это, да. Я даже помню, что я присутствовал на целом ряде киносеансов, на предварительных вот таких вот просмотрах, когда как раз собирались специальные люди и, глядя этот фильм, вот они собирались все с такими блокнотами и писали там, значит, что в нем хорошего, что в нем плохого, что там не подходит по идейным соображениям и так далее. То есть СМИ в то время были настолько аффилированы властью, что даже трудно сейчас представить, хотя некоторым уже, наверное, это знакомо в некоторых странах, да, постсоветских.
Так вот, значит, что касается газет, такая же история была. В общем, выходили только такие статьи, которые реально так или иначе были одобрены сверху. Значит, без этого, конечно, ничего не могло выйти, и даже трудно было себе представить, что кто-то из сказать, каких-то корреспондентов, там, например, куда-то выехавших, сам по себе что-то напишет, и это вот так вот легко пропустит, например, в печать, да? Так, Михаил пишет, Омикрон партия собирается, сори за офф-топ. Не, надеюсь, что нет, Омикрон партия у нас не собирается, надеюсь, что как-то так. Я с вами, Вася Васин, да. Поддержим Васю Васина, да, в выздоровлении. И надеюсь, что сказать, среди нас будет не так много переболевших. Хотя в конечном итоге мы все переболеем, конечно, ковидом в том или ином ключе. И, скорее всего, неоднократно, да. Вот. И некоторые из нас уже несколько раз переболевали это все со все меньшим и меньшим, там, например, эффектом, но тем не менее. Окей, возвращаемся к теме. Так вот, я вспоминаю в одной из центральных газет такая статья, которую я, кстати, вырезаю даже для себя, потому что такого рода сведения тогда для меня представляют большую, очень, как это сказать, большую ценность. Так вот, в этой статье говорится о некоем Гусейне Магомаеве, значит, который достаточно далеко от Москвы, это все территория Кавказа, да, значит, он, значит, уже каким-то образом преподает боевые искусства, несмотря на вот этот запрет. Мне кажется, я ничего не путаю, по-моему, эта статья вышла еще во время запрета, правда, под самый, наверное, конец этого запрета, да. Вот, кстати, что интересно, значит, примерно в это же время появляются отдельные статьи, которые касаются и наших каратек. В частности, одна из статей с Тадеушем Касьяновым, которая касается Тадеуша Касьянова, и еще одного его соратника, к сожалению, не помню его имени, когда они делают попытку все-таки какую-то такую робкую хотя бы попытку пробить вот этот запрет. И на Цветном бульваре, вот этот старый цирк, они пытаются там выступать с каким-то своим номером, но очень быстро это тоже закрывают. Но тем не менее выходит статья в газете, как ни странно, об этом удивительном феномене, значит, каком-то. И я помню даже фотографию там, где там тонфа, вот эти вот, которые вообще трындец запрещены были, да, значит, ну и так далее, и так далее. Михаил пишет, в смысле я тоже хватанул, сегодня подтверждение пришло, без уточнения штамма. Привит, протекает легко, будьте спокойны. Окей, слава богу. Михаил, вам тоже выздоровление, я очень надеюсь, что все обойдется. Поскольку протекает спокойно, все протекает легко, надеюсь, что скоро это все закончится тоже. Позитивно, в смысле, закончится. Надеюсь, меня понимаете. Вот, окей. Так вот, да, значит, вот эта вот статья появляется, в том числе с Гусейном Магомаевым, и там какие-то его картины, даже я сейчас припоминаю, он одновременно еще является вроде бы художником, там как-то, вот, ну, такая вот история, вот. И сам он, кстати, если обращаться вообще ко всей истории, сам он преподает в тот момент Тайди Чуань, который мы хорошо знаем, и вроде бы он учился у одного из уйгуров, как раз на Дальнем Востоке, на нашем, да. Все знают, да, вот этот вот северо-запад такой Китая, ну, на сегодняшний момент просто север, потому что северо-западнее там Тибет. Вот. Ну, в общем, где-то на севере Китая вот есть Синьцзян-Уйгурский автономный округ, но уйгуры, они живут не только на территории Китая, да, но и на территории современной России, в смысле тогда СССР, значит, тоже проживали уйгуры, в том числе со своими вот традициями какими-то и с боевыми искусствами. Кстати, если вспомните, вот у нас было два, если не ошибаюсь, интервью с Владом, который тоже, кстати, рассказывал о том, что именно оттуда вот он почерпывает боевые искусства, которыми он занимается, там, например, баджи, ну и так далее, да. Если кому-то это интересно, обратитесь к плейлисту на нашем канале. Плейлист называется «Интервью» как раз, и что-то такое там о боевых искусствах, я уже не помню, ну интервью, по крайней мере. Там вы сможете найти эти интервью в том числе, где он об этом рассказывает. И вот, в частности, вот Гусейн Магомаев тоже там
Это на территории Киргизии, Казахстана, там вот китайские деревни какие-то, где вот эти вот дунгане, уйгуры, китайцы, да, говорящие по-китайски в то время живут, да, но пишущие русскими буквами. Вот. И плюс к этому, конечно, какие-то у нас появляются пособия из-за бугра. Чаще всего это англоговорящие, испаноговорящие, кстати, в смысле на испанском языке написанные, напечатанные когда-то, на французском, на немецком, ну, в общем, на европейских языках чаще всего, да, появляются такие пособия. Откуда они появляются, сейчас я отдельно еще расскажу. Вася Васин желает здоровья Михаилу, с этой заразой справимся. Михаил пишет, что уйгуры вроде больше в Средней Азии, чем на Дальнем Востоке. Ну вот да, здесь вот Киргизия, Казахстан. Ребят, для меня это все равно Дальний Восток. Просто у меня была такая экспедиция, значит, на Алтай. И с точки зрения, не знаю, вот у меня, несмотря на то, что это Казахстан был, у меня все равно сложилось впечатление, что это Дальний Восток. То есть это какая-то именно восточная часть Казахстана такая. Вот. Окей. Будем считать, что Средняя Азия. Окей. Не вопрос. Так вот, значит, возвращаясь вот к этой теме, очень многие люди как раз с Дальнего Востока вывозят вот эти вот какие-то практики. В частности, вот у меня были такие знакомства с ребятами, которые учились в вузах Москвы, но сами эти ребята были из разных регионов, естественно, проживали в общежитиях. И в том числе вот некоторые ребята, которые там с Дальнего Востока приезжали, они тоже были носителями, ну, тех или иных боевых направлений. Насколько это было качественно, насколько это было там, так сказать, близко к реальным боевым практикам, это отдельная тема. Кто-то действительно хорошо практиковал, кто-то, ну, в общем-то, с нареканиями с какими-то там, так или иначе, и так далее. В общем, да, действительно, этот регион, и вот, кстати, регион Казахстана в том числе, и Киргизии в том числе, да, он был немного все-таки уже захвачиваем этими явлениями. И мы, кстати, вспоминаем опять Кавказ, вспоминаем, например, известного там Джамала Ажигирея, да, многие наверняка его знают по фильмам. Кстати, с этой точки зрения, вот эти вот фильмы с его участием мне кажутся более качественными, например, чем фильмы с Джеки Чаном, там, конечно, с Чаком Норрисом, с Брюсом Ли и так далее. Ну, помимо того, что они более современные, там все-таки и техники гораздо более интересные, и, мне кажется, сюжет все-таки даже поинтереснее, да. Ну, помимо того, что сам Джамал, конечно, ну, он признанный мастер вушу таолу, там, например, и так далее. То есть на это гораздо интереснее смотреть, чем просто на, так сказать, какие-то фантазии тех или иных там каскадеров, например, и прочее подобное. Так вот, в сущности, несмотря на все запреты и прочее подобное, на территориях, на отдельных территориях, далеких от центра, на таких территориях, вот как Дальний Восток, как Казахстан, как Киргизия, как, например, Кавказ, ряд кавказских вот этих вот регионов, да, в общем, в отдельных каких-то регионах, где закон не является таким мощным и таким давлеющим, как в центре, как в Москве, там, например, или в Питере, да, и в этих местах все-таки вот это вот движение так или иначе продолжает жить или приобретает новое какое-то рождение свое. И кавказцы, в том числе ребята-кавказцы, очень многие по фильмам и по книжкам тоже пытаются, значит, практиковать боевые искусства с той или иной степенью успеха. И вот здесь, так же как в случае, который мы обсуждали на прошлом стриме, когда мы говорили о карате, мы говорили о том, что существовало как бы официальное достаточно такое направление, спортивное направление, и соответствующие федерации и прочее, прочее. Вот то же самое у нас постепенно формируется вот эта вот идея вот такого развития китайских боевых искусств. И у нас возникает как бы несколько таких вот своеобразных достаточно потоков. С одной стороны, это официальный поток, который продвигает буквально современное вушу. Ребят, я очень прошу не путать традиционные китайские боевые искусства с современным вушу. Мы уже с вами говорили о том, что современное вушу, оно представлено двумя основными дисциплинами. Это вушу таолу и вушу саньда или саньшоу. Да?
Значит, если первое Вушу Таолу имеет очень далекое уже отношение к боевым практикам, к прикладным практикам, да, почему? Потому что Таолу вообще как практика, как таковая, является одним просто из разделов изучения боевого искусства, не являясь еще самим боевым искусством. Практика Вушу Таолу не делает из вас еще бойца, да? Хотя, значит, строго говоря, у нас вот те пионеры боевого искусства, которые появляются в том числе вот в этом официальном поле, в движении Вушу Таолу, например, эти ребята все равно стараются дотянуть это до прикладной практики, до боевой практики, пытаются обращаться к тем или иным печатным, как правило, изданиям, печатным материалам для того, чтобы что-то дотянуть, а уже позже, когда появляется возможность общаться со специалистами китайскими, ну, когда есть возможность съездить в Китай или, что гораздо лучше, пригласить сюда специалистов на территорию там СССР и России уже позже, да, то, естественно, эти ребята уже развиваются, как говорится, в правильном потоке, но еще раз, это сильно отличается от традиционных китайских боевых искусств. Еще раз, Вушу Таолу — это такая гимнастическая достаточно дисциплина, несмотря на то, что ее пытаются дотягивать до прикладной, но это как бы такая не очень благодарная тема. И Вушу Саньда или Вушу Саньшоу — это постспортивная, постбоксерская фактически практика, которая больше напоминает кикбоксинг, чем боевые искусства, и которая является полностью спортивной дисциплиной, не имеющей отношения к реально традиционным китайским боевым искусствам. То есть это современное вушу, современный такой поток, не имеющий непосредственного, буквального отношения, не входящее, вернее, в состав традиционных китайских боевых искусств. Об этом важно помнить, да, когда вы сталкиваетесь с такими понятиями, как Вушу Саньшоу и Вушу Таолу. Да? Окей, одну секунду. Сергей пишет: вирус создан искусственно для подавления иммунитета, умирать будут слабые и больные от обычных болезней, не подкопаешься, прививки из этой же серии. Окей. Вася Васин пишет: я правильно понял, что китайские боевые искусства попали в СССР благодаря приезжим китайцам? Во многом. И это был самый удачный поток на самом деле. Это был самый удачный поток, сейчас мы будем это развивать тему. А вот по поводу того, что современное вушу не имеет отношения к традиционному для китайских боевых искусств, согласен. Глядя на них, у меня складывается впечатление чего-то искусственного, не совсем естественного. Да, совершенно верно, но они так и создаются. Они не создаются как... Вообще Китайская академия вушу первоначально, которая вот разделяет современную вушу на два вот эти потока, Саньда и Таолу, Китайская академия вушу в этот момент не занимается реставрацией боевых искусств. Эта идея появляется несколько позже. А первоначально это такая проба, это такой лабораторный опыт. А что если мы попробуем сейчас, значит, сделать постспортивное нечто, но назовем это все равно вушу, да, спорт, но он будет называться у нас вушу, да, и мы туда какие-то элементы, отдельные разрозненные элементы из традиционных китайских боевых искусств, значит, попробуем внедрить. И другой вариант: а давайте еще попробуем вот вушу Таолу целиком. Вот возьмем различные таолу из различных боевых направлений и будем выступать с ними просто. Это такая невинная практика, которая там никаких травм, я имею в виду там только травмы такого гимнастического характера могут быть, акробатического, да. Вот. А так, чтобы, ну, то есть это бесконтактная, конечно, такая история, когда один человек выступает перед всеми, да, и оценивают, собственно, его артистичность и техничность, да. Такая вот история. И это по-своему красиво, это достаточно интересно, конечно, и именно из вот этого потока вушу Таолу, значит, ряд людей, которым особенно повезло, попадают в кинематограф и уже там зарабатывают деньги, да. То есть в этом смысле, конечно, вушу Таолу это неплохая, может быть, карьера, но я еще раз напомню, там 1 из миллиона, может быть, в кинематограф попадает, поэтому, так сказать, не всем светит. Вот, но в любом случае мы понимаем, да, что это, ну, в частности, когда вот мы говорим о кинематографе, мы говорим о сценическом бое. То есть это что-то, что должно выглядеть достаточно убедительно, достаточно красиво со стороны, когда зритель на это смотрит, но при этом это очень далеко от реальной практики. Да? Я надеюсь, что когда вы смотрите фильмы какие-то с участием тех или иных якобы бойцов, да, я надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что наблюдаемое вами, в общем, не является чем-то боевым по-настоящему. Да?
Вот. И, значит, как уже было сказано, да, возникает вот несколько таких потоков. Первый поток, как я сказал, это официальный поток, который постепенно формирует федерацию ВУШУ. Ну, например, все, наверное, знают имя Глеба Музрукова, замечательного человека, который создал вот эту вот федерацию ВУШУ на территории России с большим количеством представительств в разных регионах там, и так далее, и так далее. Как это делалось, мы еще немножечко попозже, может быть, поговорим с вами, как это происходило вот постепенно. Вот. Но еще раз хочу напомнить, да, что это вот официальное такое вот современное ВУШУ, которое не имеет непосредственного отношения к традиционным китайским боевым искусствам, хотя, еще раз, строго говоря, Глеб Музруков, он все равно так или иначе обращается и к традиционным китайским боевым искусствам с прикладной их точки зрения. Да? То есть у нас все-таки как-то вот это вот стремление заниматься боевыми практиками немножечко все-таки берет верх над стремлением просто заниматься какими-то практиками, которые являются там второй, третьей итерацией от боевых искусств. Да? Но, тем не менее, значит, вот возвращаясь к этой теме, кстати, да, интересно, что на территории Кавказа такая же история происходит. Есть ряд людей достаточно значительных, влиятельных, которые, ну, постепенно они приобретают это влияние, которые практикуют боевые искусства, практикуют их, опираясь, как правило, опять на книжные какие-то источники и на фильмы какие-то, но, тем не менее, значит, они пытаются это делать. И, значит, ряд таких людей тоже увлекается в том числе Вушу Таолу, например, да, считая, что Таолу вообще является основанием для вот этой боевой практики. Но в основном все-таки Кавказ, кстати, как и Средняя Азия, ребята, вот, которые начинают такую практику китайских, как они считают, боевых искусств, они все равно постепенно отдаляются от Вушу Таолу и больше стараются заниматься практикой прикладной. Она кривая, она там косая. В частности, если я не ошибаюсь, даже вот Гусейн Магомаев в одном из своих интервью как-то сказал, я не процитирую, но примерно так это выглядит, что он по пособиям по каким-то разбирает очередное тао и добавляет туда удары ногами, которые придумывает сам. Да? И, кстати, что интересно, такая же история у нас в одном из интервью со Штурминым. Мы то же самое слышим, примерно те же вещи мы слышим, потому что он говорит, что первые годы освоения карате, например, на территории СССР, они были примерно такими же. Ребята, которые занимались вот этим вот первоначальным, не очень верным, не очень правильным и не очень боевым, а скорее фантазийным карате, и, значит, эти ребята нередко занимались тем, что просто сидели у видеомагнитофона вот, и пытались, значит, каким-то образом впоследствии на тренировках продемонстрировать то, что вот на экране они увидели. Это, конечно, далеко не применимые, далеко не очень прикладные вещи, только такие, в принципе, которые годятся для кинематографа, для такой невинной забавы, как кино. Но, тем не менее, вот Штурмин в том числе признается и в таких вещах, и говорит, что вот мы это делали со всем энтузиазмом, там добивались достаточно высоких в этом смысле каких-то результатов, хотя это, конечно, от прикладного карате было еще все-таки достаточно далеко. То есть вот такая вот история, она формируется здесь. И вот главный вопрос, один из главных, наверное, вопросов, основополагающих, каким образом вообще в эту закрытую страну попадают вот эти вот пособия, о которых мы говорим. Если мы говорим о китайцах, об уйгурах, там еще о людях, которые, в общем-то, исторически живут на территории СССР, там, да, таких людей, в общем, не так много и в центрах, в таких как Питер, как Екатеринбург, там, я не знаю, как Владивосток, ну, в Владивостоке, ладно еще, вот, а ну в каких-то таких центрах, как Москва, там, например, ну откуда бы им взяться, да, казалось бы. Хотя я вам уже рассказывал, в том числе и там появляются такие люди, носители боевых искусств. Мы еще к этому обратимся попозже. Вот, значит, таким образом, вот в основном этот поток, он формируется там где-то на Дальнем Востоке, в Средней Азии. Он может быть кривым, косым, потому что у людей, которые черпают эти боевые искусства вот из такого первоисточника, от уйгуров, от китайцев, там, например, от дунган, да, значит, эти люди, в общем-то, занимаются по свободной достаточно траектории, там нет специальной методики какой-то, потому что, братцы, вообще вот понятие методики это достаточно современное в принципе понятие.
Потому что первоначально вообще вот китайские боевые искусства, они существуют без специальной особенной методики. Нет, конечно, там есть, так сказать, постепенность вашего развития, постепенность освоения боевого искусства, но в сущности, попадая в зал какой-то, в школу, вы вливаетесь в общий поток. И нет такой процедуры, что вот есть тренировка для там, начинающих, а есть тренировка для там, продвинутых очень бойцов. Нет, как правило, все тренируются вместе. Поэтому вы вливаетесь, вам даже легче осваивать это все, потому что вы постоянно имеете дело с теми людьми, которые продвинутее вас, что вас двигает вперед гораздо лучше. Да? Вот. И в этом смысле вот эта вот история с носителями боевых искусств на территории Средней Азии, на территории Дальнего Востока, это такая же история, когда нет специальной методики, и когда вы посещаете своего вот учителя, как бы носителя вот такого боевого искусства, вы посещаете его довольно нерегулярно, по возможности. Вот, кстати, о чем рассказывает Влад в одном из интервью, относительно недавнем, да. Еще раз вас адресую к плейлисту интервью на нашем канале, да, вы можете там найти нашу беседу с Владом. Он тоже об этом рассказывает. И поэтому вот эта вот нерегулярность, отсутствие вот этой вот методики как таковой, там еще что-то, конечно, не формирует бойца не слишком мотивированного, такого, как бойца. Да? На самом деле надо иметь достаточно много энтузиазма, большое желание для того, чтобы в таком режиме значит, тренироваться и при этом достигать каких-то больших достаточно результатов. И чаще всего, вот опять же, как Влад рассказывал, эта история вся была такая примерно. Один учится там, у своего учителя, дай бог, если учится, и одновременно с этим этот боец пытается каким-то образом встречаться с другими бойцами, обмениваться опытом, спарринговать там, и так далее. Ну, то есть это превращается в некую кашу все-таки такую, в некоторый странный достаточно плавильный котел, который в итоге дает совершенно разные продукты, и хороших бойцов, и не слишком хороших бойцов, там, и так далее. Да? То есть вот это вот все формируется очень странным образом, достаточно бесформенным, но иногда дающим неплохие результаты. Одну секундочку. Да, секунду. Сергей Кривенко пишет. Юрий Синчуков занимается плотно с китайцами. Мин Хайчуань утверждает, что спарринги практически не практикуются. На мой взгляд, это причина всех проблем. Я с вами согласен, Сергей. Это действительно большая проблема, если нет юнфа, если нет буквального применения, то есть спарринговой работы. Если нет, то значит это далеко от боевой практики. Но, с другой стороны, каждый из нас кузнец своего несчастья, да, как известно. Так что не будем судить людей. Батя Васин пишет, ну можно порадоваться, что хотя бы пособия были по боевым искусствам. Да-да, вот я все никак не могу подойти к этой теме, сейчас мы поговорим об этом. Михаил пишет, кто-то любопытный коммент на эту тему оставлял. Дескать, в прошлом драки на улице были настолько обычным делом, что в спаррингах не было особой нужды. Ну, я не уверен в этом, потому что есть еще, во-первых, спарринговая практика, особенно на первых порах, это просто необходимость, регулярная спарринговая практика. Регулярно драться на улице, но я это себе не представляю. Ну как, вот человек выходит и говорит, или не говорит, а просто там набрасывается на первого встречного, ну нет. Как бы это путь в никуда. Нужна спарринговая практика, конечно. Хотя, да, действительно, страна тогда, вот этот вот СССР, пропагандируя миролюбие и человек человеку друг, на самом деле формировал как раз совершенно другой менталитет, где вот известная поговорка «человек человеку волк» возникает там и прочее подобное. Да? То есть, в общем-то, на фоне вот этой вот безликой пропаганды того, что все очень хорошо в СССР, и все друг другу братья, в реальности, значит, были и убийства, и какой-то криминал, естественно, достаточно активный, и в общем, какой-то черный рынок существовал, и драки постоянно происходили, в том числе у людей в детском возрасте, и таком подростковом, и так далее. Окей. Вася Васин пишет, кстати, в Средней Азии проживало немало корейцев. Наверняка кто-то из них тоже владел каким-то боевым искусством. Да, очень может быть. Вероятность такого события достаточно высока. Да, так вот, возвращаясь к теме. Значит, вот эта вот история, такой вот второй поток неформальный. Вот мы сейчас говорили о формальном потоке, в том числе сначала поговорили, который дал потом основания для
значит, Российской академии ВУШУ вот этой, да. Значит, мы поговорили с вами о том, каковы были источники информации для тех, кто хотел практиковать боевые искусства. Я еще раз напомню, одним из таких источников, да, являются носители. И вот в частности в Москве учитель моего учителя, которого я там видел шапочно буквально там пару раз, но тем не менее это был выходец из Китая, как говорится, затерявшийся на просторах нашей столицы. Вот, и, в общем, оставшийся, создавший семью уже там на территории Советского Союза, очень такой русский китаец, да, вот был уже. Такая вот история. Сейчас, одну секунду. Михаил пишет. Это речь о Китае была. Я не утверждаю, что дело было так, и что действительно в спаррингах не было нужды и тому подобное. Речь именно о содержании коммента. Да-да, я понимаю, конечно. Конечно. Так вот, значит, был и вот такой вот поток, как я сказал, да, когда действительно носители боевого искусства, и в том числе такие, как сказать, этнические носители, да, значит, делились так или иначе вот своим опытом, своими возможностями, да. Но наиболее как бы массовым являлись другие источники информации. И одним из них действительно были вот эти вот книжные печатные пособия. Вот давайте, это отдельная тема, на мой взгляд, достаточно интересная, еще недостаточно хорошо исчерпанная в различных наших, по крайней мере, с вами беседах. Так вот, что это было за явление? Как иностранная литература могла попасть за вот этот вот железный занавес внутрь советского общества, учитывая то, что в принципе такие вещи могли быть расценены опять как какая-то буржуазная диверсия, например, как подрыв строя страны и так далее. Ребят, ответ очень простой. Вот мне, например, повезло, значит, в детстве побывать за бугром, за пределами вот этого железного занавеса, пожить какое-то время в другой стране. И я был свидетелем того, как вот мальчики-мажоры, среди которых вот я тоже там варился, многие из них начинали практиковать, ну, чаще всего карате. Один был человек, который практиковал джиу-джитсу, один парнишка там рядом со мной, и всего один что-то заикался о китайских боевых искусствах, но я не видел этого пособия. Вот. Чаще всего это были пособия, связанные с карате, и в большинстве своем это штакан был, естественно. Были какие-то пособия, значит, можно было выписать по каталогам. Была такая история, когда различные, это еще вот в те какие-то там лохматые годы, когда не было интернета, ребята, еще раз напомню, мобильных телефонов не было, ничего вот этого вообще в принципе не было, когда еще были вот эти, даже не было электронных будильников, электронных часов, а были вот эти, которые заводить там механические такие. Вот, в общем, это было такое лохматое древнее время, седое. И в то же время вот за бугром, например, что меня тоже поражало, когда нам говорили, что в Савдепе все прекрасно и лучше просто страны нет, а когда ты попадаешь в другую страну, и ты видишь, что любой предмет, любой, вообще любой, в любой сфере твоей жизни ты можешь выписать по каким-то каталогам, например, со всего мира, да. И вот кто-то себе там что-то одно, там шматье какое-то, кто-то что предметы интерьера, там кто-то еще что-то такое, там все можно было купить за бугром, да, всего лишь по какому-то каталогу там, например. Ну вот ребята себе, значит, просили своих родителей выписать, например, в том числе какое-нибудь вот пособие по боевым искусствам. Естественно, брали англоговорящие, потому что мы там были англоговорящими, в общем, ну как бы в основном, так сказать, на детском уровне, конечно. И ребят покупали себе вот такие вот английские, на английском языке какие-то пособия. И тренировались по ним самостоятельно. Вот так начиналось в том числе это движение. Это еще вторая такая ветка развития боевых искусств. Как я сказал, в основном она касалась, опять же, японских боевых искусств, и конкретно карате, и конкретно чаще всего это штакан был, да? Михаил пишет. О да, чего только не насмотрелся в плане печатных пособий, уже в 90-е. У меня отец отъявленный книголюб, что-то через него приходило, что-то через друзей, что-то печатал в журнале «Спортивная жизнь России». Да, совершенно верно. Да, так вот, значит, постепенно вот мальчики-мажоры начинают свозить в СССР вот эти книги. При этом совсем не обязательно, что они сами увлекаются
какими-то боевыми направлениями. Кто-то из них делает такие попытки и бросает, но книжку с собой все равно берет для того, чтобы потом, например, перепродать. Кого-то просто просят друзья. Говорят там, ну, слушай, чувак, ну ты вот за бугром там все время, значит, не потеешь, в отличие от нас. Привези нам каждому по учебничку чего-нибудь там, карате, там, я не знаю, еще что-то там и так далее. Значит, человек тоже там закупает что-то такое, приводит в страну. Вот. То есть вот эти вот сыновья дипломатов, послов, там, каких-то отдельных специалистов, вот занимаются в том числе тем, что постепенно, ну, как-то слегка заполняют вот этот вот вакуум недостатка, например, вот таких пособий. Значит, и свозятся самые разные пособия. Там уже появляются у нас и книги Брюса Ли какие-то, да, в какой-то момент, и появляются, вот как уже сказано, пособия по штакам, и отдельные пособия соревновательного плана по той или иной версии спортивного карате, и отдельные пособия я видел, связанные со спортивными ката, которые необходимы там продемонстрировать на спортивных соревнованиях и так далее. И все эти вещи пользуются, конечно, очень большой популярностью. Значит, они, как я уже сказал, на разных языках сводятся. Ну вот, в частности, оттуда, где я был, привозились там на английском языке. Ребята, которые, ну, эти вот мажоры, которые оказывались во Франции, очевидно, совершенно привозили на французском языке, кто-то еще откуда-то какие-то и так далее. Еще раз, я помню даже пособие на испанском языке, такое редкое достаточно. Так, одну секунду. Богдан Левит пишет: день добрый, Станислав, всем доброго дня. И вам тоже доброго дня, Богдан. Так вот, значит, да, действительно, вот заполняется постепенно этот вакуум, заполняется вот такими пособиями. Эти пособия, попадая в СССР, ну, помимо того, что они там как-то распродаются через кого-то, как-то еще тогда, ребят, не было еще ксероксов, вот этих вот, копировальной техники тогда еще не было, вернее, она была где-то в специальных каких-то организациях, но доступ к ней был очень сложным, вот, поэтому чаще всего эти вещи либо фотографировались, опять вот как сам издат распространялся, да, значит, я помню до сих пор, вот у моего приятеля была книга «Что такое карате», книга Мастацу Аямы, и эта вся книга состояла из вот такой стопки фотографий. То есть реально просто взяли книгу Аямы и фотографировали. Там на английском языке тоже это все шло, переводная была книга. Вот. И он буквально по фотографиям вот осваивал Кёкушин, там, например, да, такая вот была история. Значит, кто-то перепечатал на печатной машинке, а картинки переводил через копирку, например. То есть вот такие вот пособия были. Ну и так далее, и так далее. Кто как пытался для себя это все, значит, каким-то образом оставить. При этом, когда перепечатывались вот эти вот пособия или переписывались от руки, кстати, тоже нередко, они заодно и переводились. То есть были отдельные люди, которые занимались в том числе переводом такой литературы, хорошим или плохим переводом, иногда очень корявым. Но, тем не менее, вот появлялись пособия уже переводные. Да? Так, одну секунду. Санон пишет: какие правила соревнований вы бы посоветовали для практики? Для какой практики, если можно уточнить? Мы здесь говорим о боевых прикладных о боевых искусствах, о прикладных, а не о единоборствах спортивных. Поэтому вопрос правил — это довольно странный вопрос в этом ключе. Если можно, уточните, что вы имеете в виду. Так вот, значит, вот да, появляются эти пособия, они переводятся. В частности, вот книга, о которой я говорил на прошлом стриме, книга, которая просто называлась «Кунг-фу» и больше ничего. Эта книга уже тогда была как раз переведена, вот все иллюстрации были переведены через копирку какую-то, значит, что-то было перепечатано, и я тоже для себя ее через копирку копировал. И тоже и в письменном виде я уже переписывал буквально эту книгу, вот, и так далее. То есть это такое вот своеобразное достаточно было копирование. Так, Богдан Левит пишет: тема про книги, носители информации про боевые искусства интересная. У меня огромная библиотека. Вы правы, Станислав, добывали как могли книги друг другу. Батя привез книги. Другу батя привез из загранки книгу карате, облом, она была на испанском. Батя на торговом суде работал. Вот, может быть, мы имеем в виду с вами одну и ту же книгу, я просто не помню, как она называлась, но вот да, тоже пособие по карате на испанском как раз было какое-то.
Ну, кстати, неплохое пособие, хотя и очень попсовое такое, не очень большая книжка такая, но красиво оформленная. Вот. Я помню, у моего приятеля по школе, у одноклассника, была очень толстая книга, вот такая толстенная, тоже на английском языке. Я не помню, чему она была посвящена, Вадарю, по-моему, да, и там такой глобальный достаточно справочник по техникам, потом по ката, по соревнованиям, там, и так, ну, то есть такой серьезный справочник достаточно был. Ну и так далее. Еще у одного моего приятеля тоже была книга, господи, по-моему, тоже Вадарю, кстати говоря, тоже переводная такая книга с очень плохими иллюстрациями, которые там кто-то скопировал через копирку как-то. Ну, короче говоря, гуляла такая литература, ее не то чтобы было много, а и завались. Но вот, в частности, знаете, вот я помню, мы с приятелем с моим едем в метро московском, мы еще такие подростки буквально, и вот рассматриваем эту вот книгу как раз, которую мне приятель сейчас вот дает для того, чтобы я мог ее скопировать. И вот мы прям едем и рассматриваем ее прям в метро. Вот, и некий мужчина, значит, попытался завладеть нашей книгой, пытаясь это мотивировать тем, что это же запрещено, это запрещено. Он пытался у нас изъять якобы эту книгу. Мы его послали весело, в общем-то, ну и все. И, значит, спокойно там вышли на нужные нам остановки там и так. Ну, в общем, короче говоря, это такая вот была история, которую тоже светить нельзя было, да. Если ты где-то засвечиваешь эту книгу, но как минимум ты можешь, в общем-то, ее лишиться, как вот в представленном случае, а можешь, в общем-то, и пострадать. Там в какую-нибудь комсомольскую организацию твою напишут о том, что ты являешься там китайским шпионом, там, например. Ну вот это вот вся какой-то зоопарк, конечно, это была Совдепе отдельная. Так, Богдан пишет, да, не очень большая, но красивая. Она сейчас у меня, эта книга. Да, наверное, мы об одной и той же говорим, скорее всего. Окей. Так вот, значит, есть вот такой еще поток. И этот поток становится наиболее, наверное, таким, наиболее популярным. И этой возможностью учиться по вот этим печатным пособиям или переводным каким-то пособиям, значит, этой возможностью пользуется достаточно много людей. Понятно, я еще раз, ребят, напомню, что далеко не все из нас являются, не все родившиеся на этой земле являются бойцами с самого начала. И то, что может вас заинтересовать по каким-то фильмам, потом окажется такой работой над собой, а вот работа над собой, ну, не все хотят. Или работа над собой не в том ракурсе, который предлагает, например, боевое искусство, да, не все хотят. Поэтому очень часто бывало такое, что вот человек такая книжка есть, а пользоваться он ей не пользуется, она там пылится где-то и так далее. Но кто-то из приятелей может ее увидеть, попросить тоже скопировать, там, например, еще что-то такое. И вот все-таки это движение, вот оно как-то растет, как снежный ком. Появляется достаточно много людей, которые занимаются вот по этим пособиям. У кого-то даже не одна такая книжка, о чудо, а 2 или 3 такие разные книжки появляются, причем разных боевых направлений. Появляется какая-нибудь книжка там, связанная там с китайским боевым искусством, и тут же там с Цайлифо, например, и тут же появляется книжка у него, связанная там с Штаком. И человек это не смущает. Для него это все одно и то же, он все это смешивает в своей практике, только несколько позже он начинает понимать, что это, в общем-то, разные вещи. Но все равно, значит, это не пойми в каком ключе, в общем-то, развивается достаточно хаотично. И даже появляются такие, знаете, как бы сказать, подпольные встречи спарринговые, где люди собираются. И, кстати, даже в сети сейчас можно найти. Я вот, знаете, где-то год назад я натолкнулся на несколько видео в YouTube, где как раз были вот эти вот спарринговые встречи такие свободные, которые проходили там в какой-то лесной зоне даже, вот, ну там снято, по крайней мере, так, да, и так далее. То есть ребята пытались как-то в том числе собираться какими-то группами, вот обмениваться тоже таким как бы опытом спарринговым. Вот. И там не очень важно было победить или там проиграть, например. Иногда туда приходили люди совершенно неподготовленные или люди, которые неправильно себе представляли боевые практики, и тоже с волшебными пасами какими-то, еще с чем-то. Но, как правило, понятно, что завсегдатаями таких бойцовских клубов, как бы, да, были те, кто на практике действительно что-то демонстрировал, что-то стоящее. Кстати, что интересно, нередко на такие сейшены приходили, на них появлялись и
представители спортивных направлений, но тоже там не задерживались, потому что делать им там особо нечего было. В частности, я вот помню одну из таких встреч, когда туда пришло два борца. Я не помню, ребят, что это была за борьба, может быть, там тоже вольная. У меня очень смутное на этот счет осталось воспоминание, но как бы очень быстро они, так сказать, ушли в тираж, вот, и делать им там особо было нечего. Приходили в том числе боксеры. Даже я помню, значит, всегда боксеры приходили с перчатками и пытались в перчатках, соответственно, там выступать на таких вот сейшенах каких-то. Вот, но, в общем, они тоже не задерживались. Сейчас, секунду. Да. Они тоже не задерживались, потому что, ну, как бы делать им там особо нечего было, поскольку то, что происходило на этих вот спарринговых сейшенах, это, так сказать, выходило за рамки возможностей и борцов, и боксеров, и они нередко обижались, что почему-то там нарушаются боксерские правила или борцовские, хотя, в общем, они знали, куда шли. Вот. Ну, в общем, вот такая вот история тоже была. Богдан Левит пишет, хотя не совсем это были клубы. В смысле, вы имеете в виду вот эти вот сейшны, о которых я говорю, да? Ну, может быть. Да, конечно, это клубами не назвать, это вот такие вот бойцовские клубы, как, да, правильно, клубы. Это не бойцовские клубы в буквальном смысле. Это просто договорные такие мероприятия, когда вот пускался слух среди своих. Ребята, вот там-то, такого-то числа, в такое-то время собираемся, идем туда-то, будем там спарринговать, например. Обычно на таких сейшенах, кстати, было не 100 человек. Я на всякий случай, просто чтобы не было неправильного впечатления об этом. Там собиралось там, человек 10-12, там, например, да, вот что-то такое. Ой, ребят, я пропустил действительно целый ряд ваших комментариев. Сейчас, секундочку, я их зачитаю. Одну секунду. Богдан Лев пишет, ну почему только в лесу, в подвалах, в подпольных клубах так называемых. А, вот это вот вы имели в виду, да. Все, я понял. Богдан Бортник пишет, да, в нашем городе тоже такие уличные встречи были. И Богдан вот пишет, я писал не только в лесу. Да, совершенно верно, это в разных было каких-то форматах проходило. Вот то, о чем я говорю, на паре таких встреч я сам присутствовал, участвовал. И ютубовские вот видео, на которые я сослался несколько выше, они тоже показывают как раз, как на какой-то природе там это происходит. Вот, значит, да, действительно, это так же, как и вот эти вот подпольные клубы, они могли существовать в зеленой зоне, могли в каких-то школьных залах, могли в каких-то школьных фойе, там, например, или в подвалах. Кстати, у меня один приятель на крыше занимался, на крыше дома, там, например, да. То есть вот разные такие вот были форматы, в том числе и формат таких встреч тоже мог быть, естественно, разным. И здесь, наверное, всего не перечислишь, скорее всего, да. Окей. Значит, таким образом, вот мы видим, что в основном вот это движение традиционных, например, китайских боевых искусств, это было движение, как правило, основанное на энтузиазме людей, которые пользовались достаточно сомнительными источниками информации. И что-то постоянно сами додумывали, что-то смешивали, что-то еще что-то. И поэтому, конечно, результат такой практики зачастую, конечно, сильно смущал и был сомнительным. Во-первых, это был невысокий технический какой-то, ну, не такие высоты технические, да, с точки зрения техники какой-то, да, боевой. Вот. Во-вторых, конечно, комбинаторика сильно страдала. Стратегия, тактика вообще. Какой-то набор даже элементов, когда мы говорим о технических элементах, даже этот набор, в общем, достаточно был узкий и нередко напоминал карате. То есть фактически вот эти вот китайские боевые искусства, которые так или иначе пытались представлять люди, они были, ну, такого совсем доморощенного порядка и нередко напоминали, знаете, я не знаю, изготовление элитной мебели кустарным способом. Что-то такое вот происходило. Но вот это вот движение, книжное такое движение или киношное движение такого освоения, в том числе китайских боевых искусств, постепенно очень многих приводит, а некоторых очень быстро приводит к необходимости поиска своего учителя.
к более-менее какому-то осмысленному поиску своего боевого направления, вот, и так далее. Так, одну секунду. Богдан пишет, встречи были для спаррингов, и Богдан Левич пишет, я, пардон, был участником подобного. Ну вот, совершенно верно, да. То есть, в сущности, многие из нас прошли, в том числе и через вот такие спарринговые встречи, о которых, да, вот речь шла несколько раньше. Так или иначе, мы все равно в этой тусовке как бы участвовали и где-то пытались там, значит, тоже появиться, поработать с бойцами какими-то там и так далее. Это нормально, это здорово достаточно. Вот, значит, и вот такие встречи, вот эти вот книжные источники какие-то, да, подталкивали людей к тому, чтобы все-таки найти свое боевое искусство, найти своего учителя и так далее, не оставаться на уровне кустарном каком-то, да. Вот, и да, я хорошо понимаю, я слышу отзывы некоторых таких бойцов, которые говорили о том, что вот там некто о себе заявляет, что вот он прозанимался там, например, год или полтора, вот по книжке по какой-то, да, а потом нашел свой зал, нашел своего учителя, и оказалось, что то, чем он занимался, это полное фуфло. Что там в этом зале это фуфло уже не работает, что там ребята занимаются совершенно по-другому, это другие принципы, это, в общем, такая боевая архитектура серьезная достаточно, вот, ну и так далее. Кто-то наоборот говорил о том, что ну вот да, я там прозанимался там, например, по этой книжке, там по какой-то, а потом пошел в какой-то зал, там влился куда-то и увидел, что там ребята вообще занимаются какой-то гимнастикой буквально, да. То есть были такие разочарования. Конечно, это все зависело от того, куда вы попадете, что вы именно ищете для себя и так далее. Но, кстати говоря, очень многие в то время, уже к моменту отсутствия этого запрета, отмены запрета на практики боевые, да, и первые годы, когда можно уже это практиковать, очень многие из этих людей оседают действительно в кружках и секциях не боевых практик, которые все равно с подачи Китайской академии Вушу до сих пор называются боевыми. Да? Но опять я говорю о тайде, о багуа, о сины там, и так далее. То есть понятно, что это вещи все еще могущие быть прикладными, но в определенных исключительно условиях, а значит это не является уже боевым, да, чем-то. Так, одну секунду, Богдан пишет, у меня так и было. Нашел учителя джит-кундо, который не очень сначала хотел учить. За 1,5 года стал лучшим учеником. Супер, да. Так. И Санон пишет, для прикладной практики, что более всего подходит с единоборств, где можно участвовать в соревнованиях. В этом смысле, какие правила годятся для единоборств, для восточных там, например. Ну, это зависит от того, каким вы единоборством занимаетесь. Для разных единоборств разные. Есть вот бесконтактные, например, карате, да, мы знаем. Есть карате, скажем, в котором только там вам ката нужно исполнять. Есть вушу таолу современная, например. Вот. Есть вушу саньда, где практически кикбоксинговые правила, плюс возможность бросков выполнения, да, и так далее. Санон, мы здесь говорим о боевых искусствах, где правил нет, и где нет соревнований, где нет вот это экипировки какой-то, нет специальных правил, нет категорий возрастных каких-то там, я не знаю, весовых категорий и так далее. И у нас спарринги, ну, у бойцов проходят в свободной форме или в договорной форме. Иногда вот бойцы договариваются, чего они не будут делать, например, да, и это считается правилом. Но, как правило, мы работаем без экипировки и без правил, да. Окей. Богдан пишет, а когда учитель отказался вообще учить, вернулся к корням Винчунь и за 1,5 года поднял уровень. Окей, супер. Вот, например, одна из таких вот историй тоже. Вот помните, я говорил о том, что бывает такое, что вы находите даже учителя, учитель не хочет вас тренировать. Вот у меня, например, такая тоже история была, и было очень сложно его заставить это сделать, но удалось. Вот у Богдана такая же история, и у него, видите, вот закрывается тоже в какой-то момент возможность обучения. Вот, как и у меня тоже, у меня учитель уезжает в итоге за границу, вот, и все, и мы практикуем сами там, все бойцы. Вот такая вот история. То есть, в общем-то, вот эта вот практика китайских боевых искусств на территории СССР бывшего,
Это такая странная достаточно уже история, не настолько регламентированная, не настолько прям вот прямая какая-то и понятная, да. С одной стороны, вы можете заниматься официальным современным вушу саньда или вушу таолу, вот, и, собственно, как говорится, вот по этому пути идти, но это будут не традиционные китайские боевые искусства, да, а будет вот современное вушу вот это. Вот. А те, кто остается на уровне традиционных китайских боевых искусств, они вот остаются либо на уровне кустарной, такой достаточно, и этот кустарный уровень до сих пор дает свои кривые плоды, и на территории бывшего СССР до сих пор имеются там некие люди, которые утверждают, что они вот как раз носители правильного традиционного китайского боевого искусства, например, да, хотя они сами его осваивали по книжкам, по каким-то и так далее, каким-то пособиям разрозненным. Так, одну секунду. И Богдан Бортник пишет: учитель с джит-кундо через 1,5 года пришел на проверку моноклуба Винчунь проверить меня, но у меня уже другой уровень и направление. Да, окей. Вот, иными словами, здесь у нас вот происходит вот это вот деление, опять вот это вот разделение. С одной стороны, масса людей после вот этих вот пособий, фильмов каких-то зависают в таких кружках и секциях, где осваиваются пусть китайские традиционные, но уже не боевые искусства. И большинство людей как раз, у большинства людей формируется впечатление о том, что боевые искусства Китая это вообще не боевые какие-то вещи. Вот это вот расхожий миф какой-то, который дальше эксплуатируется всеми, кому это выгодно. Значит, каратэки до этого не опускаются, но разные самооборонщики, спортсмены там от бокса или от самбо эксплуатируют активно эту тему. И до сих пор в сети мы слышим именно такие уже старые, бородатые какие-то сведения, которые на самом деле родились там где-то в районе 80-х годов, и которые уже давно похоронить надо. Они уже вышли в тираж, эти сведения. Смешное достаточно мнение, но оно до сих пор вот некоторыми людьми эксплуатируется активно. Что касается других каких-то людей, которые вот не засели в таких невинных, достаточно совершенно оздоровительных практиках, а которые хотели именно прикладных боевых искусств, да, эти люди либо находили себе учителя, либо, как сказано было выше, сами в своем соку варились и даже пытались преподавать эти боевые практики. Иногда, кстати, даже деньги какие-то зарабатывали достаточно, ну, существенные, несущественные, но какие-то, в общем, о которых стоит говорить. Вот. И до сих пор некоторые из них даже продолжают это делать. Но ряд таких людей, ряд таких самородков, таких самоделкиных позже берутся за ум и начинают каким-то образом осваивать боевые искусства хотя бы из какими-то урывками из первоисточников уже, да. Кто-то съездит там, как я уже говорил во многих других стримах, кто-то съездит как турист там на неделю в Шаолинь, кто-то съездит на неделю в Фудзян, вот, и выносит оттуда, о чудо, тайны боевого искусства, да. Ну, ребят, за неделю, конечно, никаких тайн и никакого боевого искусства вы не освоите. А скорее всего с человеком, с авторитетом от боевых искусств вы просто занимались разбором ваших ошибок и чуть-чуть, может быть, эти ошибки поправили, да? Но в сущности, конечно, вы ничего не вывезли. И даже те люди, которые урывками ездят там на какой-то более-менее регулярной основе, вот месяц в году, например, проводят в Китае, ну, слава богу, это хорошая семинарская практика. Это называется семинар. Это не называется обучением боевому искусству, это называется семинар, когда вы там 11 месяцев в году практикуете сами, на 12 приезжаете так, чтобы, как вам кажется, научиться чему-то новому, но, скорее всего, для того, чтобы вам поправили ваши ошибки, да, какие-то. Вот такая вот история. И у нас на постсоветском пространстве есть отдельные медийные, достаточно известные люди, которые именно таким путем идут, которые, в общем-то, являются тоже такими самоделкиными, но у них есть такой вот бэкграунд в виде видео каких-то, что они вот с тем или иным авторитетным, значит, учителем вроде бы чем-то занимаются, да. Ну окей, вот есть такие люди. Значит, это еще один поток традиционных китайских боевых искусств. Как видите, значит, в китайских боевых искусствах у нас больше гораздо разнообразия вот этих учителей и псевдоучителей, да, и таких вот потоков. Здесь большая свобода какая-то появляется у людей, больше какие-то возможности фантазии там и прочее, прочее. Вот. И, наконец, есть люди, которые занимаются не только так, как вот было перечислено,
вот, а которые занимаются, ну, например, вот у меня был приятель, который обходил несколько разных клубов, таких подпольных тогда еще. Он занимался Цалифо. Цалифо — это достаточно такая непростая боевая практика, непростая дисциплина, требующая большой достаточно сосредоточенности на действии и, в общем, занимающая достаточно много времени для того, чтобы добиться чего-то в этой дисциплине. Вот. Но хорошее прикладное боевое искусство, достаточно жесткое. Вот. Что-то он еще, я уже не помню, честно говоря, что он еще посещал. Ну, какие-то там, речь шла о нескольких каких-то клубах. Ну, я думаю, что там тройка, там 3-4 каких-то клуба. Вот был такой, например, человек, который вот это вот все проходил. Я помню, я рассказывал уже, однажды я в пионерском лагере работал этим, как это, вожатым. И познакомился с поваром, с одним из поваров, который вот в это время работал там на кухне пионерского лагеря. Он оказался тоже бойцом. Вот этот человек, ну, мы там спринговали, даже какие-то показательные выступления в конце смены нас попросили сделать и так далее. Ну, то есть такая вот была история. Вот. Но вот этот вот человек, он постоянно посещал одного и того же учителя в одном и том же клубе. Он, собственно, занимался и вполне этим был удовлетворен. Вот. То есть в этом смысле вот это вот движение традиционных китайских боевых искусств, оно развивается очень странными такими путями, и, как мы видим, иногда очень кривыми и корявыми, и люди, которые так или иначе общаются с бойцами, с теми или иными, или с учителями даже теми или иными, казалось бы, они не всегда точно представляют, с кем они имеют дело. Иногда мы общаемся с мастером вушу китайского, да, но потом оказывается, что это мастер вушу Тао. Или мы общаемся с призером каким-то даже местных каких-то игр по вушу Саньшоу, например. Но опять это современное вушу к боевым искусствам, от боевых искусств отдаленное настолько, насколько там Бентли от трактора, да. Вот. Ну и так далее, и так далее. Иногда общаешься с каким-то человеком, вот помните, я рассказывал, например, на прошлом стриме тоже, что с учениками Валерия Гусева какого-то, вот жизнь меня сталкивала периодически, да, вот, и так далее. То есть, в принципе, когда вот ты общаешься с каким-то человеком, который заявляет, что вот я китайским боевым искусством традиционно занимаюсь, да, не всегда ты сразу представляешь, что именно он имеет в виду, и даже после каких-то расспросов, еще чего-то, все равно человек говорит одно, а в реале потом демонстрирует совершенно другое, да. Так, одну секунду. Богдан пишет, а повар какое направление изучал? Он практиковал хоу-чжэнь, кулак обезьяны. Очень, кстати, это было здорово. Замечательно, кстати, Тао исполнял. Он просто, когда вот он выступил на вот этом вот заключительном фестивале, как это, когда завершение смены очередной в пионерском лагере и закрытие смены, вот, он выступил с замечательным Тао, как раз хоу-чжэнь. Это было просто замечательно. Он выступил, кстати, с этим, с посохом еще, да, с шестом. Это действительно было весело, красиво, интересно, со всеми повадками, вот этими таушными какими-то и так далее. Это было интересно. Вот. Ну и когда мы спарринговались, конечно, без шеста, там вот просто эта рукопашка у нас была. Ну, в принципе, это была такая, не сказать, что для меня прям офигенная практика, но за отсутствием практики мне было все равно интересно с ним. Он был просто не очень высокого класса боец. Вот, я уж не знаю, по каким причинам, вот, но с ним было несложно сражаться достаточно. Но все равно это для меня была хорошая практика, а для него, я надеюсь, тоже, потому что, так сказать, все-таки, мне кажется, у него не часто была какая-то спарринговая практика, так судя по всему. Окей. Вот, значит, вот такая вот история. У нас, иными словами, вот это вот движение боевых искусств, оно очень долго остается хаотичным. И даже в некоторых областях и в некоторых даже клубах, более или менее известных сейчас на территории постсоветского пространства, все равно мы наблюдаем вот этот вот хаос какой-то, еще не боевое искусство. И когда нам заявляют, что это вот, знаете, замечательно, вот, ребят, приходишь в клуб хорошо оформленный, прям красивый такой, да, он весь такой китайщиной дышит прям, да, там и чай пьют почему-то после тренировки, вместо того, чтобы тренировкой заниматься, там и, значит, какие-то примбабасы вот эти китайские висят, и даже вот эти фонарики китайские висят, да, которые вообще-то существуют в фэн-шуй для привлечения к торговому месту, а здесь, значит, ты заходишь в зал в боевой, да, а там вот эти фонарики красные висят такие.
фэншуйные. Вот. И, значит, вроде бы так вот все красиво, а на самом деле это вот мешанина такая, это не пойми что, да. В некоторых таких клубах приглашают уже специалистов каких, там появляются специалисты разных боевых направлений, но это уже интереснее, это уже лучше. Как только там появляется тайдишник, например, туда приходит очень много женщин уже заниматься и так далее, то есть клуб финансово вполне может подниматься, вот, но он становится все менее боевым, например, да. То есть это такой вот фитнес для людей, которые не очень хотят заниматься обычным фитнесом, а хотят вот таким восточным, как бы условно говоря, да, заниматься и так далее. То есть вот разные такие перегибы в этом во всем возникают тоже постепенно. И к нашему времени, вот когда мы доходим, да, мы видим очень много странных мастеров, странных мест. И наоборот, когда мы обращаемся там, к тому или иному мастеру, например, да, мы видим совершенно отсутствие полной вот этой вот заносчивости, отсутствие вот этого китайского флера такого, отсутствие вот этого вот нихао, там, например, в начале там, тренировки, там, вот без этого вот всего обходится, да. Когда человек, к которому вы обращаетесь, мастер боевых искусств, вполне ждет от вас конкретного ответа, и готов, в смысле вопроса, и готов дать конкретный ответ, конкретную рекомендацию, без вот этого флера, вот этого волшебного. Да? Вот такая вот тоже история. И к настоящему времени традиционные китайские боевые искусства, как уже вот было сказано, они представлены на территории постсоветской, во-первых, в разных форматах, вот о которых мы с вами сейчас говорили. Во-вторых, представлено, конечно, очень много, реально сейчас очень много разных боевых искусств. Если раньше когда-то, значит, говорили, вот китайский бокс, было такое понятие, китайский бокс, значит, я занимаюсь китайским боксом, там, например, да, и все, а чем именно, непонятно. Или там я занимаюсь вушу, а потом оказывается, что человек занимается вушу саншоу, там, ну, вот как у меня в армии, например, было там, с одним приятелем, ну, значит, после очередной драки, он просто был свидетелем там драки, в которой я участвовал. Вот, и потом он там поближе со мной уже познакомился, оказывается, он занимался вушу саншоу. Ну, то есть это не традиционно китайские боевые искусства, а спортивная достаточно такая дисциплина. И так далее. То есть в этом смысле, вот да, мы наблюдаем такое вот странное колебательное какое-то движение. Если карате более или менее в нашей стране приобретает какое-то явное и ясное русло, вот есть целый набор спортивных направлений карате, у нас там спортивный кёкушин, спортивный стакан, там, например, да, там спортивный, там еще что-то такое, там и так далее, ташихара появляется, там, например, да, значит, там эншин, там, например, и так далее. То есть все понятно, понятно, что это, понятно, что вы получите в результате там таких тренировок, там и так далее, и так далее. То вот когда мы говорим о китайских боевых искусствах, такой истории нет. У нас нет такой формализации на постсоветском пространстве. И с одной стороны, это не формальность, она хороша с точки зрения свободы и выбора. С другой стороны, она не очень хороша с точки зрения определения, определенности какой-то, да. И все, кто хотят определенности, как правило, обращаются вот к этой струе современного вушу, и выбирая для себя либо вушу таолу, достаточно безобидное, либо вушу саньда, который не является боевым искусством, а является спортивным единоборством, достаточно ограниченным. Да? Вот. И, значит, конечно, сейчас достаточно много связей с китайскими мастерами. Есть какие-то моменты, как я уже говорил, кто-то едет там в Китай, например, ну это так, туристы, будем говорить скорее, да, кто-то едет в Китай, есть отдельные люди, которые достаточно долго там живут, просто годами там живут, работают и тренируются там и так, но это единицы, конечно. Вот. И в сущности человек, который там завис, достаточно нашел свое место там в жизни, преподает, ну, например, русский или английский язык там китайцам, и при этом практика у него боевых искусств какая-то есть. Такому человеку возвращаться-то особо нечего, незачем, да, собственно, там он себя нашел, в России что ему делать, как говорится, да, например, и так далее. То есть таких людей мы очень мало, конечно, находим уже на территории постсоветского пространства, скорее всего, мало.
Вот. Но отдельно такие личности есть, которые там возвращаются, например, и в том числе ведут практику боевых искусств. Но это, ребят, неблагодарное дело. Мы хорошо знаем, что на этом не заработаешь. Гораздо лучше, если там человек владеет уже китайским, заниматься переводами какими-то, например, да, еще что-то такое делать. Ну, то есть это с точки зрения профессиональной все-таки приносит больше финансовый результат, например, ну и карьерный. Вот. А как правило, значит, те, кто преподают в тени боевые искусства, вне известной вот Российской, например, Федерации боевых искусств, я почему говорю о России больше, например, ну потому что сам я из России, из Москвы, да, и мне легче говорить о том, что я буквально знаю, видел, слышал там и прочее, да, чем рассуждать о том, о тех местах, где я, например, не был, да, и не имею представления о них. Вот, значит, те, кто в таком теневом режиме, не очень известном, ведут какое-то преподавание, создают какие-то свои клубы, называют его как там волшебный клуб, например. Вот. Но это вне мейнстрима, вне вот этого современного вушу, вне Российской академии вушу, вот этой вот, да, ой, академия, господи, Российской Федерации, как она, Федерация вушу, я имею в виду, а не Российской Федерации. Вот. Значит, людям, которые вот в теневом режиме таком преподают, им, конечно, во-первых, сложно финансово, чаще всего, за редким исключением. Во-вторых, это клубы, которые, ну, не так легко обнаружить, их трудно найти. Несмотря на то, что где-то в интернете вы можете найти какие-то посадочные страницы, такие даже не сайты, а какие-то посадочные страницы тех или иных клубов, а иногда и сайты, но попробуйте их найти. На самом деле там ни SEO не прописано, ни еще что-то. Отыскать такую информацию очень сложно, случайно, может быть, вы можете вывалиться на какую-нибудь такую посадочную. Сейчас, одну секунду, Михаил пишет. Судя по тем отголоскам, которые в фокусе моего внимания, а фокус моего внимания приносит интернет, YouTube в основном, такая туманная и неоднозначная ситуация с традиционным китайским боевым искусством не только в постсоюзе, но чуть ли не во всем мире. Ну, наверное, да, наверное. Вот здесь, например, вот недавно, кстати, Богдан мне прислал ссылку на одного, на одного лидера Винчунь здесь, в Болгарии, например, да, который вот недавно был дипломирован там и так далее, и так далее. Я, кстати, перешел на его канал, а там вообще пустота практически, там почти нет ничего, и о нем практически ничего нет. Ну, то есть так это какая-то история такая, его явно надо искать через знакомство больше, чем через какие-то официальные такие вот дела. То есть, да, здесь, конечно, возникают сложности. Возникают сложности с тем, чтобы найти что-то настоящее. Тут, помните, была такая реклама в начале 2000-х, что ли. Это не Nescafe. Вот помните, там Nescafe устроила такую вот рекламу по поводу поддельного Nescafe, да? И вот прямо это было показано. Так, проходила достаточно долго такая антиреклама какая-то. И реклама, соответственно, самого Nescafe. Вот. Здесь вот мы получаем примерно такую же историю. Приходя в какой-то клуб, вы не можете быть уверены в том, что это действительно традиционное китайское боевое искусство. Может быть, это что-то по мотивам. Может быть, это что-то там еще. И даже вопросы какие-то. Ну, например, вы можете задать лидеру клуба, там, вот, учителю, например, вопрос. А где вы вот обучались? А что у вас есть там? Ребят, вам могут показать десятки, такую стопку сертификатов каких-то. Это, ребята, еще ничего не значит. Во-первых, как я уже говорил, значит, такая сертификация нередко, например, на территории Китая, это там вопрос денег и вашего короткого достаточно пребывания, значит, в какой-то там школе, там условной достаточно. Значит, в какой-то момент может так оказаться, что эти дипломы или эти сертификаты вообще выданы какими-то организациями, не имеющими отношения там, к боевому искусству, там, например, какому-то там и так далее. Да? То есть здесь вот такая вот история очень странная, очень стрёмная возникает. И скорее вам надо полагаться на ту информацию, которую вы предварительно соберете о боевом искусстве. Полагаться на собственное чутье, если хотите. Знаете, как у джедаев там, например. Да? Вот. Полагаться на то, что этот клуб может вам дать. Даст ли он вам больше, чем вы уже сейчас имеете. Да? И что именно он вам даст. Какой будет прикладной результат. Вот какой будет продукт в итоге. Чем вы обогатите свой боевой прикладной арсенал по-настоящему, да, вот. То есть тут вот такая непростая достаточно история у нас возникает.
Сейчас, одну секунду, здесь продолжается это, бомбить нас продолжает рекламой какой-то. Вот, значит, ну и так далее, и так далее. И, значит, достаточно много, как я уже говорил, вот если мы вернемся к истории вообще развития боевого искусства, традиционного китайского, там, например, в СССР, помимо того, что это такой, ну, по-своему хаос какой-то, не мейнстрим, не основные какие-то направления, да, и до сих пор это так остается во многом. Еще, к тому же, это усложняется вот этой обособленностью таких клубов, их неизвестностью какой-то и так далее. Чаще всего такие клубы обнаруживаются через знакомых, через случайные ссылки какие-то в интернете, например, ну буквально случайные, да. Сергей пишет, если не покончить с танцами китайских старичков, ничего не изменится. Окей, вас как-то танцы смущают теперь, да, чьи-то. Окей. Вот. И в то же время можно немало найти, значит, клубов по случайному какому-то совпадению или еще как-то, где реально бойцы прям такого исключительно жесткого прикладного плана. Ты попадаешь в какой-то клуб в Винчунь, например, в один, там очень красиво все, там футболочки дают, рюкзаки там можно купить, такие брендовые какие-то, да, вот этого клуба там и так далее, но при этом все это на уровне таком достаточно, так сказать, спортивном, с такими ограничениями, с даже перчатками какими-то и прочим. А потом попадаешь, например, в клуб, где тренируется всего там человек 10, например, дай бог. Вот, а там ребята реально жестят, реально хорошо работают. Это вот ребята, за которых там не стыдно будет на улице, там, например, что бы с ними ни случилось. Да? Вот такая вот история. То здесь вот, конечно, этот хаос, он до сих пор остается. Но с другой стороны, братцы, мне кажется, в этом тоже есть свой такой позитивный достаточно аспект. Вот это вот такая изначальная свобода, она все-таки напоминает как раз то, что мы наблюдали в Китае, наблюдаем и наблюдали в истории развития боевых искусств. Как я уже говорил, когда мы говорили вот об истории вообще традиционных китайских боевых искусств, там тоже не было мейнстрима. Понятно, что было там такое достаточно ограниченное, если мы говорим о рукопашных практиках, ограниченное боевое искусство рукопашное армейское. Значит, было достаточно хорошо представлено боевое искусство рукопашное народное, и какие-то попутные практики в том числе были представлены. Но не было мейнстрима, не было какого-то такого вот одного ведущего направления. И когда сейчас говорят о боевых искусствах Китая, когда вспоминают только Шаолинь, например, ну Шаолинь не был мейнстримом. Это был один из потоков всего лишь. Вуданские, эмейские, фудзянские, ну потом, когда туда попадают боевые искусства, начинает там развиваться фудзянь, там, например, да, в Хэнане это все, в Хэбэе там, например, развивается, это разные боевые направления, боевые искусства, которые на сегодняшний день сильно забыты или малоизвестны. Вот один из этих примеров, это, например, ну тот же самый Баджичуань или там Фанзи, например, о котором мы нередко с вами говорили. Значит, боевые искусства, которые неизвестны, но которые гораздо более мейнстримовыми являлись и повлияли на многие боевые практики в Китае. Да? То есть это тоже был определенного рода такой хаос, не выверенный по линеечке. И были, значит, учителя, которые в том числе не имели своей школы, которые профессионально занимались чем угодно, имели там свою аптеку, книжный магазин и бог знает что еще, но при этом были хорошими практиками боевых искусств, и у таких людей там был там один ученик, дай бог, да и все, да, вот, иногда несколько там учеников всего лишь, ну и как бы и на этом все заканчивалось. И в этом смысле, мне кажется, вот это постсоветское пространство где-то краешком, может быть, отзеркаливает как раз историю боевых искусств в Китае все-таки, да. То есть вот эта вот большая свобода, меньшая зарегулированность дает в том числе, мне кажется, и такие достаточно благоприятные позитивные плоды. И знаете, вы знаете мое мнение, я, например, не очень люблю самоделкиных. Я уважаю людей, которые хотят из
соплей и соломы дом построить там, например, да, ну, клево, это замечательно, это их ноу-хау, и потом им же жить в этом доме. То же самое с боевыми искусствами. Когда кто-то из головы что-то выдумывает, фантазирует, как правило, на базе спорта, вот, и получает вот это вот ужасающее, лязгающее какое-то чудовище, там, не особо, так сказать, подвижное и применимое. Я к этому, конечно, отношусь так, ну, даже несколько с пренебрежением, согласитесь. Вот, я часто говорю, но с другой стороны, ребят, я не исключаю таких людей вообще из списка бойцов. И у нас, в частности, вот даже на канале есть один боец, я не знаю, я его называть сейчас не буду, но человек, который сам пытается строить свое боевое направление. Иногда он присылает нам на канал свои видео, иногда мы с вами что-то обсуждаем по этому поводу, иногда в комментариях только. Вот. Но в сущности у меня вызывает уважение его вот этот энтузиазм, его движение. И мало того, даже вот эти вот достижения некоторые, которые мы, например, видели относительно недавно, когда он предложил просто в комментарии, в одном он написал, вот посмотрите такое-то видео, я посмотрел его и написал ему ответ там, да, по этому поводу, кратенький достаточно. Вот. Это не может не вызывать уважения. В конечном итоге, я не говорил о том, что подобные пути, они в конечном итоге приводят к чему-то потрясающему. То есть то, что вы могли освоить за год в хорошем боевом клубе или пользуясь хорошими источниками информации, постоянным взаимодействием там, с учителем, например, да, вы добиваетесь чего-то за год, Самоделкин этого добьется лет через 5, там, может через 7 только, да, с одной стороны. С другой стороны, нельзя не уважать вот этого энтузиазма, этой неизгибаемости, этого упорства там, и так далее. И хотя бы в этом смысле, мне кажется, эти люди достойны уважения какого-то и, так сказать, даже поддержки какой-то, как мне кажется. Михаил пишет: Сергей, что вы имеете в виду, какие именно танцы и как именно с ними покончить? Да, Сергей у нас действительно сторонник радикальных мер, как это, веревочных петель и палок в умелых руках, как поет Эдмунд Шклярский в одной из своих песен, это лидер группы «Пикник», да? Сергей пишет: Станислав, знаете ли вы что-то о стиле тайцзуцюань? А мы даже говорили о нем. Ну, мы же говорили, у нас же было уже об этом. Синчуков утверждает, что этот императорский стиль лежит в основе всех стилей китайского кунг-фу. Ну, бог с ним, утверждает. Я не знаю Синчукова как историка от боевых искусств, как человека, который работает с архивами и под этим своим утверждением не просто готов подписаться, а готов дать ссылки на исторические документы, которые это доказывают. Если вот Алексей Маслов, например, дает эти ссылки и сам участвует в разборе тех или иных архивов, то я сильно сомневаюсь, что, например, Синчуков тем же занимается. Особенно учитывая то, что, ну, скажем, китайского языка он не знает, да? В общем, это достаточно странно все. Ну, окей, оставим это утверждение на его совести, это как бы его личное дело, и, в общем, здесь я, так сказать, нечего мне комментировать. Окей. Значит, таким образом, вот продолжая эту тему развития боевых искусств, различных клубов на территории постсоветской, мы приходим все-таки к такому выводу, что, с одной стороны, все это более туманно, более разрозненно и не всегда достоверно, чем, например, какие-то японские направления. С другой стороны, это оставляет достаточно большую свободу и незарегулированность. Таким образом, у нас вот теневые вот эти вот клубы, они достаточно все еще хорошо и обширно представлены. Они не в мейнстриме, они не в современном вушу саньшоу и вушу саньда, они в традиционных или около традиционных каких-то боевых направлениях. Вот. И в этом смысле вот эта незарегулированность не дает им впадать в такую крайность, например, как спортивные или полуспортивные какие-то направления. Хотя, как я уже говорил, вот есть отдельные клубы, например, Винчунь в Москве, да, которые явно уже не боевой Винчунь такой вот предлагают, а уже такой полуспортивный какой-то Винчунь, который явно уступает боевым практикам.
и уступает даже спортивным практикам, ряду спортивных практик, потому что ну, то есть выходцы из этого клуба, например, из таких клубов, не способны, например, уверенно, достаточно и эффективно работать даже против боксеров, не потому что винчунь хуже, а потому что вот такой вот обрезанный винчунь, такой полуспортивный, ну, действительно, он, в общем, не особо хорош, да? Окей. Так, Сергей пишет, я имею в виду пресловутый таулу. Ну, Сергей, ну опять, ну почему вы решаете, пытаетесь, так сказать, решить за людей их судьбу? Кому-то нравится вушу таулу просто потому, что это вушу таулу. Почему вы считаете, что с этим надо почему-то покончить? Я не понимаю. То, что это люди не бойцы, ну и это их выбор. Ну и что? А вот балет, например, вы балет тоже ненавидите, да, за то, что в этом нет ничего бойцовского? Я не знаю, а представителей там, я не знаю, музыки какой-то, например, Баха, вы тоже ненавидите за то, что он не боец? Он прекрасный, так сказать, прекрасную музыку создавал, вот, органную, да, но при этом он не боец, и поэтому органы надо уничтожить. Ну, правда? Мне это странно. Михаил пишет, Синчуков, насколько я запомнил, не говорил, что это источник всех стилей вушу, а именно шаолинской семьи. Ну окей. Вася Васин пишет, вот с японскими боевыми искусствами проще, там больше документов и источников сохранилось. Ну да, совершенно верно. Это так. Нет, слушайте, по количеству, если мы будем говорить в абсолютном выражении, да нет, но достаточно много источников архивных сохранилось и в Китае, даже может быть и больше, если мы по количеству будем сравнивать, может быть даже и больше, чем там японских каких-то. Вот, но когда мы говорим о советском пространстве, уже вот этом постсоветском, вернее, пространстве, на котором, конечно, ни один из этих источников не появляется, и, так сказать, носителями этих боевых искусств не всегда являются реальные носители того или иного боевого искусства, а чаще всего как раз какие-то книжные деятели. Ну да, это вот такая вот проблема существует. Но, ребят, еще раз, мне не кажется, что это проблема. Мне не кажется, что это какая-то сложность. Мне кажется, что даже те люди, которые по каким-то книжным источникам осваивают что-то, и при этом у них есть прикладная практика, спарринговая практика и так далее, рано или поздно их все равно это выталкивает на какие-то верные решения. Еще раз, такой человек, конечно, он достигает уровня годовалого бойца в хорошем клубе, он достигает лет через 5, там, через 7, может быть, да, но все равно это путь, ребят. И если человек решает, что ему не надо посещать боевой клуб, или у него нет такой возможности, а есть возможность только по книжку какую-то листать, там, например, да, ну и что плохого? Ну пускай листает. Это тоже все неплохо. Как я уже сказал, что вот даже мое отношение к самоделкиным какое-то такое, ну, относительно негативное, не означает, что это совсем плохо и что это люди какие-то недостойные. Наоборот, это люди, которые практикуют вот такой путь. У нас у всех разные пути. Мы все по-разному идем в своих боевых практиках. И высокомерно относиться к тем, кто делает что-то не так, как вы, или делает не то, что делаете вы, мне кажется, это не очень правильная история. Вы таким образом сами себя как бы лишаете верного и объективного широкого взгляда на вещи. То есть, если мы по каким-то причинам считаем, что ювелирное производство это только то, что связано с золотом и бриллиантами, то мы явно врем сами себе. В ювелирном производстве может быть использовано серебро, амальгама какая-нибудь, я не знаю, рубины, кроме бриллиантов, я не знаю, какие-то малахит, например, какой-то и так далее. То есть все это достаточно широко. Вот то же самое у нас в боевых практиках. И чем шире такие вещи представлены, тем, мне кажется, лучше. Потому что, ребят, я еще раз хочу напомнить, не все мы одинаковые. Не дай бог, чтобы мы все стали одинаковыми и ходили бы все строем. Значит, очень хорошо, что есть люди, которые занимаются в каких-то клубах. Очень хорошо, что есть люди, которые занимаются самостоятельно. Очень хорошо, что есть люди, которые даже сами что-то из головы выдумывают. Каждый, ребят, проходит на этой земле свой собственный путь. У каждого свои собственные задачи. И в этом смысле всех подгонять под одну линейку, под одну гребенку,
ну, мне кажется, это как бесчеловечно, и мало того, это оторвано от жизни. Все равно это будет. И раз будет, пусть оно и есть. Ничего в этом нет плохого. Сергей пишет, как покончить, вежливо попросить и подраться в межстилевых спаррингах, они сами исчезнут. Ну, Сергей, а кто вам мешает? Вызывайте на бой всех, кто практикует таулу. Я почти уверен, что вам откажут в спаррингах, потому что люди не занимаются спарринговой практикой, они занимаются таулу. И максимум, что вы можете предложить им, это посоревноваться с ними в таулу, и здесь вы явно проиграете, согласитесь, да? То есть в этом смысле не совсем понятен ваш подход, не совсем понятно ваше решение. Это все равно, что шахматисту предложить подраться, и таким образом доказывая, что шахматы никуда не годятся. Ну, это странно звучит, Сергей. Вася Васин пишет, дедушки на то и дедушки, им возраст не позволяет быть полноценными бойцами. Окей. И Вася Васин пишет, Сергей, вы предлагаете выставить бойцов против дедушек? Вы считаете избиение стариков нормальным? Да, действительно, хороший вопрос. Вот такая вот история у нас связана с развитием боевых искусств. Честно говоря, я-то подготовил... Ой, слушайте, у меня даже освещение что-то засвечивает одно из окон. Я в темноте сейчас как бы сижу, получается. Да? Это наоборот из-за того, что много света. Ну окей. Значит, в принципе, мы сейчас проговорили практически все, что мне хотелось проговорить на этот момент. У меня подготовлено достаточно много было материалов, связанных с официальным развитием этих боевых искусств, в частности, с тем, как Глеб Музруков рассказывает о том, каким образом он пытался пробивать вообще идею вот, федерации, своей федерации ВУШУ, вот этой вот, да, и так далее. Ну, там, например, вот он сам пишет, в 1985 году я как раз устроился работать в Институт Дальнего Востока, РАН СССР. Началась перестройка. Вот волею судеб мне в руки попала изданная в Пекине тамошним институтом физкультуры книжка с базовыми упражнениями в ВУШУ. Мы с друзьями стали по этой книжке заниматься. Открыли подпольную секцию. И так получилось, что к нам пришел заниматься сын советника Горбачева, академика Абела Агабегяна. Я подумал, а ведь это шанс легализовать ВУШУ в Союзе. Вы видите, вот с этого фактически, например, стартует вот эта вот идея, когда, значит, ой, прошу прощения, это слова Гусейна Магомаева. Я, ребят, значит, опять хотел рассказать о Глебе Музрукове. Ладно, сейчас о Магомаеве, да? Так, значит, и сына Агабегяна устроил нам аудиенцию своего отца. Тот нас послушал и говорит, ну карате же запрещено, я и не предлагаю карате, я предлагаю культивировать китайскую гимнастику ВУШУ как элемент советско-китайского культурного обмена. И так далее. Вот, то есть вот дальше Магомаев рассказывает, как было пробито вот это вот первый барьер какой-то, связанный с практикой китайских боевых искусств на постсоветском пространстве. Правда, это был тайди, то есть это не боевое буквально искусство, и по тем временам все еще имеет вес вот эта вот статья 219 УК РСФСР, да, о запрете. Вот. Но, тем не менее, значит, пытается Магомаев пробить вот этот вот момент, связанный с этим запретом. Он пишет, кстати, когда я открыл первую секцию при ИДВ, в газете «Труд» появилась статья на целый разворот под заголовком «Карате под маской ВУШУ». И дальше он рассказывает о том, как к нему приходили из прокуратуры СССР, из ОБХСС там, и так далее. Вот. В общем, это была жутчайшая история. И фактически с волей судеб просто случайно, значит, его не посадили, и он как бы выжил вот на этом, в этом жутком, достаточно жестком поле. Вот. Значит, дальше... Ну, по поводу Глеба Музрукова, там, например, да, я думаю, многие тоже знают, как вот создавалось, в принципе, это движение и какое оно сейчас имеет достаточно большое распространение на территории России. И, в частности, у меня вот есть общение с одним из, как бы сказать, из представителей регионального вот этого вот... из региональных представителей вот этой вот академии российской ВУШУ, вот, и так далее.
То есть это уже такой поставленный на поток достаточно процесс, который зарабатывает деньги. Эта академия, она зарабатывает деньги, она, насколько я понимаю, еще финансируется из бюджета, по крайней мере, первоначальное было такое финансирование какое-то. Вот. Но на сегодняшний день это вполне такая сложившаяся структура, вот, которая официально предлагает вот Вушу Таолу и Вушу Саньда. Ну, кроме этого, еще, конечно, и вот эти вот практики не боевые, такие как Тайди, там, например, предлагается, по-моему, Багу тоже предлагается, если не ошибаюсь, и так далее. То есть вот такие вот вещи. Вот. И в то же время, еще раз, есть вот эти вот теневые достаточно имена, теневые клубы, в которых практикуются боевые искусства, традиционные боевые, какими они должны быть. Вот. И в этом смысле, ребят, если вы ищете для себя такой клуб, если вы ищете такого учителя, вы его найдете. Это можно сделать, просто если вы будете искать действительно по-настоящему. Значит, ну и, собственно, вот, наверное, на этой ноте я бы завершил, собственно, этот стрим. И у меня остается только один вопрос. Смотрите, у меня есть такая вот идея, я не знаю, насколько она будет интересной и популярной на нашем канале. Значит, просто я тут своей супруге пояснял, что собой представляет там индуизм, например, на простых примерах, и что собой представляет буддизм, и как это пересекается с боевыми практиками, скажем, да, с боевыми искусствами. Вот. И она сказала: слушай, а сделай стрим на эту тему. Вот расскажи об этом вот так же на простых примерах, что это и как это, в общем, с нашей практикой так или иначе взаимодействует. Вот я не знаю, ребят, вам будет это интересно или не будет. Если можно, напишите, можете сейчас вот в чате написать, можно написать в комментариях там под этим стримом, например. Я бы мог на достаточно простых примерах, на пальцах рассказать суть вот этих явлений, почему возникает, например, буддизм, на каких идеях он возникает и почему он отличается, скажем, от индуизма, да? Значит, к чему он ведет и почему именно буддийская практика становится одной из осей, одной из основ, например, боевых искусств в Китае. Там, как известно, такая ветвь буддизма, как чань-буддизм, который имеет отношение к Махаяне, к одному из разделов, одному из направлений буддизма индийского. Потом это переходит у нас в сон-буддизм в Корее. Это, значит, другое название нам приобретает дзен-буддизм, соответственно, в Японии. И вот почему у нас так или иначе вот бойцовские практики в том числе вращаются вокруг этой совершенно миролюбивой религии, такого философского достаточно взгляда на жизнь, там, своеобразного, отличающегося от многих других взглядов. Кстати, есть еще параллельное такое движение, может быть, слышали, джайнизм, который возникает практически в то же время, что и буддизм, и пропагандирует практически те же самые ценности, с такими же примерно методами, как и буддизм, с примерно такими же способами медитации и так далее, но при этом джайнизм в какой-то момент несколько отходит в тень, хотя он до сих пор существует, но он несколько отходит в тень, а буддизм приобретает такое широкое достаточно распространение, широкое значение, и в том числе, вот еще раз, становится одной из осей боевого искусства, хотя сам по себе является исключительно мирным направлением такой человеческой мысли, да, если хотите. Так, одну секунду. Богдан пишет: очень интересно тему про буддизм. Вася пишет: да, можно такой стрим сделать. Богдан пишет: да, интересно. Вася пишет: мне точно будет интересно, все-таки буддизм вторая по распространенности религия. Окей. Давайте тогда следующий стрим мы посвятим этой теме. Сейчас не будем смешивать две темы, хорошо? А вот следующую посвятим этой теме, и мы поговорим об этом. Это не будет скучная лекция на тему, что такое индуизм или что такое буддизм. Это не будет скучное погружение в религии вообще. Вот. Я бы хотел, например, показать отдельные фотографии вот ступы Софии. Ступа София вообще, это вот, помните, я говорил, в Болгарии есть такой
интересный объект буддийского плана, буддийского направления, как ступа буддийская, которая находится относительно недалеко от столицы Болгарии. Я бы показал вам фотографии, например, эти. Надеюсь, что меня не привлекут за использование чужого контента, чужих фотографий, но я там в течение мгновений каких-то, по крайней мере, вам покажу. Красивое достаточно место, интересное такое мероприятие. Может быть, как раз мы поговорим о том, почему же в такой стране, как Болгария, которая, ну, технически является вроде православной, но здесь представлено не только христианство православное, но и представлен ислам, тоже достаточно широко, исторически оставшийся здесь от османского такого засилия. Вот. Но почему же здесь буддизм, вот это вот буддийская ступа там появляется и так далее? Вот мы об этом во всем тоже в том числе можем поговорить. Так. Вася пишет, у нас, я имел в виду, вторая по значимости религия в Японии, да? Совершенно верно. Сергей пишет, изначально в основе боевых искусств лежал индуизм. Да, совершенно верно. И вот как раз об этом мы и можем поговорить в следующем стриме. Мы стартуем как раз с индуизма. Мы поговорим о том, с чего это все начиналось и каким образом это было, какое развитие это все имело. Окей, давайте тогда об этом договоримся. Так, это было естественно, что нельзя сказать о буддизме. Мы поговорим о том, что было естественно и неестественно. Итак, братцы, спасибо большое за вашу поддержку этого стрима, вашим участием и вашими комментариями. Опять не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, чтобы ничего не пропустить, переходить по ссылкам внизу в описании к этому стриму и на плейлисты нашего канала, где легче сориентироваться в тех темах области боевых искусств, которые вас интересуют. Я вам желаю хороших тренировок и до следующего стрима. Я надеюсь, что он скоро тоже произойдет. Счастливо, несмотря на то, что вот меня засвечивает этот свет. Я надеюсь, что вам не очень темно меня наблюдать было. Счастливо еще раз.